Сергей Яценко с командой его, которая сделали «Closer». Я зам главного бухгалтера на заводе. Делаем вечеринки, денег на пластинке нету, пришлите хоть что-то. Мы дружили, но с ними я не собирался делать клуб, если честно. Да. Там разрешали по два ходить в туалет, потому что один заходит в туалет, а второй держит шторку. Что насчет рейда? Вот у вас было всего 3 рейда. Из-за того, что мы даже не брали охрану, остановить уже было невозможно. На настоящие взаимоотношения с людьми у меня реально не остается времени, силы. Вот во время карантина я просто пошел к психологу, начал разговаривать с ним. Почему вы не пускаете людей до 21? Делали один раз вечеринку на 3 суток. Больше я сказал, мы такое не делаем. Всем привет, это Настя, и это 4-й выпуск True Talk. Мы продолжаем серию наших интервью с людьми, которые играют ключевую роль на сцене и которые left the marks, скажем так, очень сильно на нее повлияли. Вот. Этот проект у нас проходит с поддержкой Valentine. Спасибо им большое за то, что сделали это возможным. И не забывайте о том, что у нас во время интервью всплывают подсказки о том, какую конкретно пластинку я разыгрываю из своей личной коллекции. И сегодня я беру интервью очень важного гостя для меня. У меня куча вопросов, и я волнуюсь. И потому что Сергей Яценко является ключевой фигурой, наверное, на данный момент на сцене с командой его, которая сделали «Closer», из чего вообще, в принципе, мне кажется, началась новый виток, вообще новая история клубной культуры Украины. Сережа, привет. Привет. Привет, Настя. Я начну с твоего бэкграунда. Я знаю, что ты родился в Омске, и когда тебе исполнилось 8 лет, вы с семьей переехали в Днепр. Вот, что ты в школе, ты научился читать в 5 лет, и когда ты пошел в начальную школу, все учили алфавит, а ты уже читал двухтомник Цусимы под партой. Да, я даже такое знаю. Вот, и то, что все дети во дворе играли в тобой придуманные игры, ты суперстратег и любишь выдумывать всякие правила игры. И вообще, как бы, такую, знаешь, систему кто, как, что, и ты был талантливым учеником, преподаватель по алгебре тебя не очень любила за то, что ты математику по учебнику Сканави учил по своим методам каким-то, и были конфликтные ситуации, но потом она поняла, что у тебя нестандартный подход к решению вопросов и задач. Ну, вот это вот все. А как ты познакомился с электронной музыкой? Вот в школе, наверное, я познакомился с электронной музыкой, причем тогда это все было неосознанно, на кассетах покупали. Ну, что ты любил слушать? Что ты помнишь, что-то любимое? Ну, мы, как всегда, уже там в школе пытались делать дискотеки, покупали первые какие-то кассеты с электронной музыкой, но она была такая достаточно попсовая, там, уровня там Доктор Албан какой-нибудь, или там MC Hammer, или что-то еще. Там, у меня друзья все фанатели от там True School, рэп, хип-хоп, все там Onyx и Public Enemy, но мне никогда не нравилось. И я помню, что вот одной из первых кассет, которые просто там среди всех, там Prodigy, там что там, все приблизительно одну музыку покупали. И мне где-то подсунули Daft Punk, первую кассету. Я ее сначала прослушал, для меня это было, я просто удивился, как-то, ну вообще, не понял. Оно вроде бы, музыка очень понятная, очень все легко сделано, но при этом ни на что вообще не похоже. Наверное, вот это одно из первых таких самых сильных альбом Homework, ну, Daft Punk, после которого я, наверное, уже обратил внимание на электронную музыку. Я знаю, что у тебя в школьные времена даже группа своя была. В школьные, ну не в школьные, это когда мы начинали делать вечеринки, это уже конец 90-х, начало 2000-х. Мы, там, ребята, мои друзья играли с пластинок, а я тогда уже играл свой первый лайв. Ну, инструментов не было, пришлось, я помню, даже тянуть на первый лайв просто свой полноценный компьютер с огромным монитором и какой-то там контроллером, это все, что было. Ну, где ты их взял? Расскажи вообще, откуда вот это все у тебя делалось? Ну, компьютер, это вот всех детей в школе тогда уже, не знаю, мне там родители, помню, сказали, поступишь в институт, подарим тебе первый компьютер. Так это какой год первый был, DX266 Pentium, это
Даже не в 97-м году мне его подарили, наверное. И вот в 99-м или 2000-м я уже первый лайв играл. Я еще застал те времена, когда за музыкой настолько сложно ее было находить, что просто там интернет как таковой, там диалап, занимаешь там, на ночь телефонную линию, чтобы скачать там альбом, не знаю, Стив Бага, либо там Аффикс Твина. Просто он всю ночь скачивается из интернета по телефонной линии. Родители там не могут никуда позвонить, потому что если они начнут звонить, то все оборвется. По-другому было никак. Не было же особенно такого хорошего интернета, и магазинов пластинок тоже не было таких хороших. Мы искали, я тоже недавно вспоминал, как мы искали музыку. Мы просто в интернете находили, либо в журналах типа «Птюч», находили названия лейблов, находили их имейлы, писали им просто, что, ребята, вот мы там украинские артисты, там играем, выступаем, делаем вечеринки, денег на пластинки нету, пришлите хоть что-то. И нам на самом деле достаточно часто в те времена там присылали, отвечали. И причем разные лейблы, начиная там от супернезависимых, которых там сейчас уже там и пропал след, заканчивая крупными, то есть тот же самый там Крис Либинг в свое время еще там в 90-х годах, там в начале 2000-го отправлял нам свой альбом. То есть много вот такой, вот таким образом еще собирали музыку. Облегчи себе задачу. Ура, уже можно пить. Как ты пришел к промоутерской деятельности? Ну, ты ходил на вечеринки, тусовался, и вот что случилось? Вечеринки мы делали свои еще в Днепре. Понятное дело, тогда никаких гостей там зарубежных, это было высший пилотаж, то есть проще было позвать кого-нибудь из России. Да. Звали в основном каких-то очень андеграундных техно там артистов. Там, сейчас... Фашистов вы тоже привозили, я знаю. Ну, фашистов мы привозили в те времена, да. Привозили там Кранкиса, Попову, то есть такие все... Они до сих пор, многие из них, там, Компас, там, Рубель, они до сих пор там, в России еще... Котируются, да, ну, уважаемые артисты выступают. Лена Попова недавно в Мутаборе выступала. То есть она держится очень хорошо. Молодец. Ну, там вот у нас больше нам по душе был там вот такая... Кстати, с тусовки Попова, вот Кранкис приезжал, это человек, который просто там, он собой символизировал дух настоящего техноартиста, то есть человек работал на стройке, там где-то какие-то подработки, что-то еще, и все деньги, которые зарабатывал, он просто вкладывал в пластинки, и он там первый на сет просто привез пластинки и говорит, сейчас я вам покажу, как надо играть музыку, достал скотч этот обычный, положил на виниловый проигрыватель, сверху пластинку, иглу перевернул, запихнул эту иглу под пластинку, соответственно, она начала играть в обратную сторону, и, соответственно, сверху он поставил ту же самую пластинку, и все это вместе там сводил между собой, это выглядело там очень андеграундно. Да, то есть я бы с этого никто, такого вообще, я даже такого не слышала, если честно, впервые слышала. Вот я сам больше ни от кого не видел. Как к этому пришли? Вот мы с этого начинали, а дальше просто переехал в Киев, потому что в Днепре там очень сложно было с аудиторией. Ну, про переезд в Киев, это отдельный вопрос у меня был. Я знаю, что ты уехал на эмоциях после неудачной вечеринки неудачного двухдневной. Фестиваля, да, просто все бросил Мало было и людей, переехал. Ты психанул, сказал, я еду в Киев, там перспективы, люди, аудитория и так далее. Ну, ты приехал сюда, как ты обустраивался, к кому ты приехал? Я только не мог найти, я ушел со своей предыдущей работы в Днепропетровске и не мог найти новую. А чем ты в Днепропетровске занимался? Я работал зам главного бухгалтера на заводе, там, украинско-немецком заводе по производству красок. Ну, это сразу после... Сразу после института, у тебя же 2 института, ты же у тебя 2 образования. У меня 2 образования, но тогда еще второе я параллельно получал. Экономическое и юридическое, да. После экономического вот пошел работать на вот этот завод, отработал там год и дальше просто не смог договориться по повышению своей зарплаты. То есть вроде бы со всеми там обязанностями, со всем, что возможно, я справлялся, да. Ну тогда, к сожалению, в Днепропетровске был какой-то там потолок зарплаты, говорили, что вот выше, там, независимо от того, какая компания, как ты работаешь, мы не хотим платить. Ну, все совпало, и ты решил собрать я просто, манатки. собрал прямо в один день. То есть неудачная вечеринка, я даже родителям не говорил, просто приехал в Киев, набрал друзей и говорю, ребята, я у вас, можно, там, поживу, там, месяц, пока что-то не придумаю. И в итоге, наверное, месяца 1,5 своих друзей или 2 прожил, пока не нашел себе работу, да.
Ты устроился на авто кем Тоже ты там работал? аналитика такая уже меньше финансов, больше аналитики, то есть это какие-то данные о продажах автомобилей, какие-то отчеты для высшего руководства. То есть это, в принципе, то, с чем я на самом деле думал, что у меня будет связана моя жизнь, а вечеринки я всегда к этому относился больше как к какому-то там времяпровождению, как хобби. Я никогда не думал, что это будет настолько большим в моей жизни. Я знаю историю, как создавалась Party for Friends, ну так я знаю номинально, так как она написана в интернете, я почитала интервью, что ребята уже, у них была своя команда, компания, типа Тимур, Вова КЛК и Вэл, Сережа. Ну и Сережа Вэлл, да. Вот, просто была компания друзей, у которых были уже какие-то мероприятия, они уже начали что-то делать. В какой момент ты к ним присоединился и как ты с ними познакомился? С Вовой, с Тимуром мы познакомились на маленьком танцполе в Синеме, они туда Это когда ты только переехал в Киев? Нет, это уже было гораздо позже. Я уже достаточно долго делал в клубе «Синема» вечеринки свои. И выступал там как Сергей IQ. Как IQ, просто, да. Лайв, да. Да, мы делали эти мероприятия. И вы познакомились на танцполе в Синеме и сразу сдружились. Ну, как-то нам, потому что по музыке мы оказались ближе друг к другу, чем то, что играло в самой «Синеме» на главном танцполе. И вот мы там познакомились и начали общаться, и постепенно, да, сдружились. Ну вот сейчас у вас четыре сооснователя. Ну, Вообще 4 сооснователя, но сейчас у вас остались трое. Да, трое. У нас один человек ушел из команды. Угу. То есть остался ты, Тимур и Вэл, как Вэл. основные ребята, которые все разруливают. Вы это место нашли в 2013 году. Ну, то есть определились, что это будет место. Я его клоузера. нашел в 2011 году с другими партнерами, которые побоялись сюда идти. То есть ты уже на тот момент искал место, где бы ты хотел сделать клуб? Да, А ты уже с ребятами общался уже? Мы дружили, но не с было ними клуба. я не собирался делать клуб, если честно. Да. Собирался делать с другими, но они реально побоялись идти на фабрику заброшенную не в центре города, потому что тогда все открывалось только в самом центре. И сказали, что как бы место все нравится, но боимся сюда вкладывать деньги, и не рискнули. Когда Через пару лет еще раз это помещение просто появилось опять же у риэлторов, да, и мы Решили посмотреть. попробовали все-таки договориться второй раз. И после этого мы уже вкладывали деньги сюда. У меня там были сложные последние полгода работы, и как раз я уже в это время уже здесь подписывал договора. Загорелся, и да. находил людей. У меня где-то совпало в одно время, я где-то написал заявление, и буквально там месяц-полтора мы подписывали учредительные документы все по клоузеру. В 2013 году вы открыли сначала причал. Помню еще такие вечеринки, ну то есть ничего вот этого всего не было, был просто танцпол, диджейская. И у вас тогда была серия вечеринок в тельняшках, у вас всегда, в принципе, до сих пор даже в куренях у вас типа вход в соломенной шляпе, типа со скидкой, по-моему, да? Да, ну это опять же... Почему вас эти вот костюмированные вечеринки преследуют? То есть это... Это больше не то, больше хочется, чтобы люди готовились к мероприятию, а это часть элемента подготовиться. То есть этот вот элемент, чтобы это было не спонтанное решение, а заранее обдуманное. То есть человек выбирал, на какое мероприятие он хочет пойти, и что-то для этого делал. А не так, что он где-то там что-то услышал, сразу же сел в машину и приехал. Вот в начале все эти костюмированные штуки, они больше работали, чем фейс-контроль, потому что сразу видно, человек готовился или не готовился. То есть, в принципе, на входе уже сразу было можно... понятно, да. Я помню, я здесь была на первой вечеринке, когда Ян Людвиг играл. Это было тоже, по-моему, октябрь, это как раз 13 Это как раз был года. сентябрь, это было техническое открытие, когда к нам То есть еще самая первая еще вечеринка. в туалеты не приехали эти... В кабинке не приехали двери, просто не успели почему-то поставщики их доделать, и мы просто Вэл придумал гениальное решение, повесил шторки, которые в ванной, знаете, закрывают. И в итоге в туалеты ходили все. Единственный момент, когда мы разрешали по два ходить в туалет, потому что один заходит в туалет, а второй держит шторку, чтобы никто не зашел. У меня вопрос насчет того, как вы это все делали, на что вы ориентировались, что на вас повлияло. Я знаю, что открылся клоузер, и потом через год условно закрылась Арма, и для меня как бы... Это мое ощущение только, или вы действительно очень многому научились у ребят в Москве? Ну, на самом деле, я думаю, что мы везде учились. Это такой процесс, ты там приезжаешь в любое новое место и смотришь, как у них организовано, и подмечаешь что-то, какие-то негативные, какие-то положительные штуки, которые можно потом перенести к себе. Например, тот же самый там Панорама-бар.
Мне очень всегда нравился, причем не сам Берхайн, а вот именно Панорама-бар. Тот же самый бар 25 в свое время, это до сих пор, наверное, для меня это вообще эталон вот такого взрослого клубного времяпровождения, когда люди просто приходят туда, не знаю, на 2-3 дня могут просто заехать, потому что там можно и пожить где-то, и там и покушать, и покупаться, и это все что угодно. То есть такой закрытый комплекс для отдыха, только связанный еще и с хорошей музыкой. Вот. И так вот до сих пор я по всему миру катаюсь, независимо от того, какой город, что, я все равно постараюсь посмотреть, что у них происходит, и вот что-то интересное подмечаю, То есть постоянно это бесконечный процесс, вы постоянно что-то усовершенствуете, меняете? Ну и вообще вот весь смысл такого проекта, как Closer, он был... Сейчас мне из этого не очень нравится, что карантин, мы все приостановилось, а в том, что всегда что-то меняется, всегда что-то добавляется, мы там пробуем какие-то форматы, потому что у нас костяк людей, они с нами там 2, 3, 4, 5 лет, и ходить им каждый раз в одно и то же место, которое не меняется, скучно. Это не скучно, но человек все равно меняется, даже мы меняемся, и вот так как мы меняемся, мы вот это вот то, что у нас внутри поменялось, и пытаемся путем каких-то изменений здесь показать. Ну, ты сам стоял же иногда тоже на фейс-контроле? Ну, наверное, это больше с этим и связано, что мы всегда сами, и Сережа, и я, никогда вот в начале, первые там 2-3 года не брезговали постоять на фейс-контроле, просто понять, кто приходит, почему приходит. То есть мы вот таким образом смотрели, что за аудитория, и сами могли ее регулировать. Вы изначально позиционировали себя как арт-центр, то есть избегали понятия «ночной клуб», потому что с этим связано ряд ассоциаций, стереотипов. И я помню, когда в начале, когда вы открылись, у вас были какие-то даже для детей такие какие-то мероприятия, и у вас очень было много лекций. Но сейчас очень они больше лекций. не происходят. Очень Почему? много лекций, очень много выставок. Ой, действительно, мы высказали что... все, что хотели сказать. Я так понимаю, просто, опять же, все, кто этими вопросами занимались, все, что хотели сказать, они на данный момент сказали. А новые люди, которые пришли, сказали, что мы хотим этим вот заниматься, поддерживать, так и не нашлись. Слушай, ну все равно параллельно, пока вы перестали делать, у тебя оса в стакане. О, класс! У меня утонула оса. Нужно достать осу из напитка. Стричка стала, наверное, первым большим мероприятием, на котором таймтейбл был построен по принципу гость-резидент, гость-резидент, гость-резидент. Ну, то есть большое мероприятие. Что это значит для тебя и почему так произошло? Потому что зачастую на события, вот даже в Closer, люди приходили специально по времени на гостя, особенно до Closer, я помню, очень много таких мероприятий. Ты приходишь за полчаса до выступления гостя, пустой клуб, выходит гость, к этому времени клуб полный, заканчивает гость, клуб пустой. И вот эту вот всю ситуацию очень хотелось изменить, чтобы приходили люди просто на любого артиста, независимо от имени. И вот на фестивале мы просто поэтому зачастую прайм-тайм отдавали нашим украинцам, чтобы люди, они все равно там прайм-тайм слушают и украинцев, и иностранцев, и они для себя сами могут сделать выводы и посмотреть, что там наша культура, там к живым выступлениям еще иногда можно, конечно, там что-то сказать, но то это больше диджеинг так точно на одном уровне. Как часто ты вообще сам ездишь специально для того, чтобы получить какой-то новый опыт и посмотреть какое-то новое место? Ну, вот не знаю, из того, что последнее, я просто попадаю в клуб в Колумбии, в Боготе, Видеоклаб называется, и там я просто в шоке был. Closer, он тоже такого же приблизительно размера, как Closer, там в каком-то старинном здании в центре, с очень классной звуковой системой, с большим комьюнити, причем там еще часть комьюнити такое даже не гея, там транс-тусовка вот такая связана, и оно все завязано и на музыке, я смотрю там и на гостях, которых возят там ничуть не хуже, чем мы сюда возим. И, в принципе, вот по большому счету, я себя там как дома чувствовал. Там через 3 часа уже там с тем же самым совладельцем клуба мы уже беседовали, и там за баром выпивали. И я просто для себя понимаю, что
может быть, зачастую клоузер переоцененный, потому что в таких мест в мире, там, я приезжал точно так же там, в Финляндию, там крутейший клуб, сейчас, как же он, Kaiku называется. Оно больше связано с самими людьми, которые этим процессом занимаются. Если люди занимаются этим процессом с душой, то у них точно такое же по качеству и по всему, по наполнению получается место. Вот если достигнет такая волна, когда на музыку, которая вам кажется зрелой и подходящей для клозера, она станет там, минимально актуальной, как вообще, как вы... Так, то тут есть есть гибкость вообще? Тут смысл не в этом немножко, а смысл мы сами, то, что мы делаем вот эту музыку актуальной. Вот такие маленькие места, они делают музыку актуальной. Фактически она во всем мире может быть непопулярная. Точно так же, как там драм-н-бейс, не очень популярное место, но все равно в мире остались там какие-то оплоты, где эту музыку собирает гораздо больше, чем техно или хаус. Просто за счет того, что комьюнити продолжает популяризировать эту музыку. И... Хорошо, а если ваша аудитория подрастет и пойдет там... Ничего, придет еще какая-нибудь аудитория. Все это такое-то как жизнь. Там с половиной резидентов приходили с одной музыкой, а сейчас они играют совершенно другую музыку. Даже там по себе посмотри, я за твою карьеру помню, сколько разной музыки ты уже переиграла, да. И это всего лишь навсего развитие. Как раз у меня был вопрос насчет того, почему так сильно отличаются фестивали, те, которые были до вот этого периода, который сейчас происходит, грубо говоря, с 13-14 года. Помнишь Global Gathering, все мероприятия, которые устраивали Virus Music? То есть у них было все сконцентрировано на хедлайнерах, и, собственно, все их мероприятия были как заложниками этого всего. Потому что нужно было очень много денег на этих суперзвезд, эти франшизы, там, привезти там, бренд из Британии, сделать эту вечеринку. И что вот вы как раз вышли... Мы всегда их... Потому что смысл покупать что-то по лицензии и делать там по бумажке, что тебе сказали, что вот это поставить вот сюда, а здесь просто направить в эту сторону звук, а здесь вот так, потому что это глобальная концепция. Гораздо интереснее сделать так, как ты сам это видишь, как ты это хочешь, ни от кого не зависеть. Мне кажется, что феномен вообще вашего места и того, что вы делаете, заключается в команде. Я очень мало знаю групп, людей, которые устраивают вечеринки, у которых каждый участник имеет вес слова, то есть мнение. То есть всех опроси, встретиться, у вас собрание. Тут весь смысл, что если надо принимать решение, оно не принимается, то есть по какой-то причине, потому что очень часто бывает там плюрализм мнений, и тогда прийти к какому-то единому достаточно сложно, потому что каждый на своем. Тогда все-таки иногда приходится принимать решения за всех, но так мы стараемся ко всем прислушиваться, чтобы все-таки понять, почему его аргументы, почему он видит выход из ситуации, либо решения вот таким образом. И команда это из скольки человек? Оно варьируется. Там иногда у нас были совещания, там и до 40 человек приходило. А сейчас, конечно, вот на последнее 7 человек, по-моему, приходит из-за коронавируса. В Украине вы единственный пример вот такой серьезной командной игры, что у вас вот именно группа людей, которые участвуют. И все. В основном это клубы или вечеринки, которые руководятся там 3-4 человека максимум. Не всегда были комьюнити. Даже там вокруг Синемы, там был директор Женя, который зачастую не прислушивался к тому, что происходит, но старался прислушиваться. И там точно так же большое комьюнити, которое влияло на него. И то же самое там Хлеб, там часть наших резидентов там работала и точно так же влияла. Какое самое убыточное мероприятие в истории клоузера? Карантин, наверное. Если это мероприятие можно назвать, потому что он пока принес одиночное. Но с точки зрения эффективности, пока самый убыточный оказался Black Factory, потому что с точки зрения инвестиций и возврата, вот он пока в первый год и того, что мы пытались за счет своего имени каким-то образом сработать, наверное, все-таки вот там сложнее всего получилось для первого года. Да вообще фестивальная вся история
история, она Неоднозначно, первые наверное. 3 года достаточно убыточная. То есть я думаю, что это еще с этим связано, что не появляется так много фестивалей в Киеве, потому что и в Украине, потому что все это понимают. Это вот первые такие 3-4 года достаточно сложно пережить. Но Если вы- бы не Closer, то мы бы не пережили его, да. Мы переходим в Софастор, это часть этого организма, клоузера. И там мы продолжим беседу с Сережей Яценко. И не переключайтесь, смотрите True Talk. Ну и, конечно же, подписывайтесь, лайкайте, шерьте. И Балантайн спейте еще. Да, кстати. Недавно вышли новости и интервью с тобой о том, что если Closer не получит грант, то легче его закрыть на пару лет и ничего не делать, потому что вы не вывезете, грубо говоря. Вот, собственно, история с этим грантом вызвала ряд вопросов, бурных обсуждений насчет того, что Closer, типа государственный грант, почему это государство должно оплачивать и поддерживать и вообще спасать клуб. Ну, то есть возникли такие вопросы. Как ты вообще на это среагировал? И... На 2-й или на 3-й год работы к нам от какой-то ассоциации пришло письмо, нас позвали на какую-то там, как сюда, там, деловую встречу с представителями государства, как крупнейших налогоплательщиков в разделе «Организация там, культурно-массовых событий». Ну, Closer тогда был, там, это на 2-й или на 3-й год, достаточно маленьким предприятием, и там был список еще, кто там в топ-20 этих попал. И мы там, вот я не буду там, чтобы честно по памяти говорить, но там были гораздо серьезнее предприятия, и мы были там с ними где-то в одном уровне. То есть это говорит о том, что уже в те времена там мы платили налогов ничуть не меньше, чем самые крупные игроки, которые там делают большие мероприятия, фестивали, концерты. Это к тому, что мы эти налоги платили с первого года существования Closer, и там ту цифру, которую мы просим грантом, мы просим ее не просто так, а мы реально закрылись, не работаем, и там люди сидят без зарплаты, и нам надо какие-то там расходы наши операционные закрывать. То есть мы всего лишь просим вернуть нам часть денег, которые мы государству заплатили. То есть это ничего такого. Тем более за все там 7 лет, которые мы работаем, мы сделали достаточно много там в разных сферах, не обязательно связанных там с музыкой, но и там с искусством. И я считаю, что это совершенно заслуженно, если тем более глянуть, как во всем мире эти выдаются не только гранты, а вообще помощь государства пострадавшим там артистам, каким-то клубам. У всех приблизительно такая же ситуация, только там цифры гораздо выше. На самом деле, если бы нам дали бы там не грант, то есть безвозвратный, а дали бы нам возвратную помощь там, в виде беспроцентного кредита, как там делают, мы бы от такого не отказались. Насчет краудфандинга. Насколько ты в него веришь, когда люди сами находятся в одинаковых условиях, обстоятельствах? Ну вот мы Donations вообще, они работают, ты думаешь, в это время? Мы, честно, не хотим. Вот, я понимаю, что это будет вынужденная мера, но мы до последнего, вот сейчас там лучше будем делать подпольные какие-то мероприятия, чем просить у людей денег, потому что, вот, как моя политика, я не готов просить деньги. Многие, наоборот, из коллектива обрадовались, класс, наконец-то можно будет опять делать настоящий андеграунд, скрываться от полиции, Вы, мне кажется, вы лучше всех переформатировались. Вы работали в дневном режиме. Это тоже был такой определенный эксперимент, потому что таких прям вечеринок с 12 или с 4 часов дня вообще культуры в Украине как бы нет. Как бы Savage Food был барный формат, ты мог сюда прийти в четверг, поужинать, выпить, играла музыка. Да, но это без танцев. То есть это фактически то же самое, что как сделали все клубы в Берлине. Они открыли эти биргардены фактически со своей музыкой не танцевальной. Также мы подумали, что это хороший способ. И вот за счет вот этих мероприятий мы там часть лета тоже протянули, потому что люди
изначально, конечно, они приходили и хотели потанцевать. И там первая вечеринка у Было нас странно. была странная, потому что диджей тоже наш Назар с Борисом не до конца поняли формат и начали играть танцевальную музыку. Да, и, первая вечеринка была Да, и в итоге это огонь. просто превратилась в дневная вечеринка полноценная, которую из-за того, что мы даже не брали охрану, остановить уже было невозможно. И мы там со следующего уже приняли все меры, заставили все возможные танцевальные места столиками, чтобы там танцевать уже было невозможно. И, в принципе, больше особо танцевальных уже и не было. То есть всегда все до последнего, там, по крайней мере, стояли возле столиков, но уже не на танцполе. Когда мы с тобой созванивались насчет стрички, я тебе изначально говорила, что я не хотела бы переносить мероприятие, потому что мне кажется, что это чистая майская история, и это такое, знаешь, открытие, празднование начала лета. И ты мне четко дал понять, что если мы сейчас отменим стричку, то вы станете банкротами, потому что вам придется вернуть все деньги. Какие последствия несут за собой возврат билетов? Ну самое основное это то, что этими деньгами мы уже воспользовались, и часть из них потратили на артистов. Когда эти деньги ни один артист нам не вернул вообще, потому что у них та же самая ситуация, им гораздо проще все-таки не отменять выступление, а потом приехать, потому что это форс-мажор. И второе, часть этих денег, конечно же, пошло на подготовительный какой-то процесс, то есть часть команды уже с января месяца работала, получали зарплаты. Мы запустили рекламу, предпродажи, все остальное. То есть, ну и плюс часть этих денег, они всегда в обороте, они уже были часть этих денег потратили уже на Brave, часть денег с Brave потратили уже еще куда-то, то есть это всегда такой бесконечный оборот этих денежных средств, да, и просто когда из него начинаешь их изымать, просто нам какой-то период, если бы большое количество людей бы забирало деньги, нам просто нечем было бы их возвращать. Курени. Вы изначально их планировали заранее, еще до карантина, я так понимаю. Как вообще возникла идея сделать курени? Ну, мы с нашим диджеем Джозефом когда-то забирали, он вызвался за то, что у него автомобиль представительского класса, забирали Лорана Гарнье из аэропорта, и он захотел украинской еды. И мы всегда возим, у нас там определенный маршрут, одни и те же рестораны, а Женя говорит, давай заедем в ресторан Курени, мы так до сих пор не знаем, я Курени называю. Хорошо, называй по-своему. И посмотришь как раз место. И мы вот впервые заехали туда, и я увидел, что там красивый вид на Днепр, большая территория, и вот тогда уже какая-то такая идея, что здесь можно что-то сделать, она родилась. И еще и хотелось, чтобы в Киеве было место, где можно прийти в вечернее время, не в ночное, и на вечеринку, как на Ибице, на той же самой. Но мне кажется, что вы как раз попали именно из-за того, что карантин, люди реально голодные на вечеринке. Немножко непривычен сам формат прийти в светлое время дня и начинать танцевать. Все равно, вот, как я смотрю, начинаются все танцы ближе к заходу солнца. Вот как заходит солнце, люди сразу же активнее выходят на танцпол. Мне кажется, что это касается именно того, что ты можешь расслабиться. Во-первых, не нужно потратить время на то, пока ты выпьешь, пока ты с кем-то пообщаешься. Это должен пройти какой-то определенный отрезок времени. Когда ты раскачаешься, уже как раз случается закат, и темнеет, и курение вообще у вас работает до часу ночи. До 12:30, до часу ночи, да. И такой формат мы там обсуждали уже, что мы его, вот как организаторы, мы его менять не хотим, независимо от того, как люди к этому будут относиться. Мы будем весь следующий год, если все будет хорошо, будем все равно придерживаться такого формата, чтобы люди просто для себя уяснили, что тусоваться в дневное время тоже возможно и ничуть не хуже. Мне кажется, что на данный момент это как раз благоприятная среда для того, чтобы наши украинские локальные артисты и вообще, в принципе, для каждой сцены любой страны возможность развивать локальную сцену. Да, но все равно из-за чего мы возили иностранных артистов? Для того, чтобы
это был вот этот круговорот информации музыкальной. Потому что если сцена будет вариться там сама в себе, то она сама в себе там тоже развиваться особо не сможет. То есть Все ты равно не надо сильно смотреть. в это веришь? Ну, я не знаю, я об этом особо не задумывался, но для нас локальная сцена — это как раз те артисты, которых мы... Для нас они точно такие же локальные, потому что они занимаются той же самой музыкой, которой занимаемся мы. То есть это не с местом связано, а больше с их предпочтениями музыкальными. Вот так больше, наверное. Ну а что насчет вот этих всех онлайн-историй? Все же это может быть какой-то взаимообмен? Следить за тенденциями, за тем, что происходит в мире, исходя из онлайн каких-то стримов и фестивалей, которые до сих пор, собственно, делают эти... Ну, нет, я вообще в это не смысл. То же самое — это посмотреть в ресторан, зайти онлайн, посмотреть на блюдо и решить, классное это блюдо или не классное. То есть просто по картинке. Ну, это так Ты не не веришь, работает. Ну, это так не работает совершенно, да. То есть, тогда в ресторан точно так же ходи, а дома ешь то, что приготовил, а рядом на экране смотри на картинку другого блюда и наливай. Наливай. Все-таки? Да. Сейчас. Сереж, какие главные уроки вы для себя определили после первого брейва? Что вы исправляли и получилось ли у вас вот прям после первого раза исправить все, что вы хотели? Первое, сначала мы недовольны были финансовым результатом, но потом, просто сев и поанализировав, мы поняли, что главное это то, что на фестиваль, наоборот, не пришло много людей. Почему? Потому что мы были к этому не готовы. То есть фактически много вещей мы оставили их либо на последний момент, либо думали, что они как-то сами по себе решатся, да. То есть первый год, честно, вообще вот там, начиная там от входной группы и заканчивая какими-то там организационными вопросами, нам просто там по некоторым моментам повезло, по некоторым из-за дождя не повезло. Но самый главный урок — это то, что надо готовиться к любому развитию событий. То есть вот это основное, наверное, чему мы научились. То есть, а так все остальное — это просто там органика, мы там, не знаю, фестиваль растет, мы растем. К слову сказать, меня удивило, что в последний брейв вы сделали прям целое озеро искусственное. Это, опять же, все к Сереже, да, он... Ты идешь по мостику, а у тебя справа такое на самом деле озеро. мост придумал я, то есть, но он был без озера. А дальше уже Сережа говорит, так давайте, если мост есть, а что же мы озеро не сделаем? Капец, Да. Вообще, то есть такие идеи, которые мне показались бы из разряда фантастики. И еще хотела отметить, что ваша рекламная кампания, которую сделали Банда Agency, вот когда именно все резиденты и артисты локальные стоят в ряд и получают грамоту, мне кажется, это было настолько гениально и круто, Она что... гениально была для тех, кто знает. То есть, это вот для стрички, я считаю, гениально, потому что тут все знают. А там у нас все-таки сама реклама должна была направлена быть вовне на новую аудиторию. А этот ролик, он всем понравился, но он понравился кому? Всем тем, кто и так без этого ролика бы пошли на фестиваль. Поэтому не можно восторгаться, можно гордиться, но мне кажется, что свою задачу он, вот именно этот ролик точно не выполнил. Потому что для рядового пользователя, он посмотрел кому-то что-то там награждение, но ему эти имена вообще особо ничего и не дали. Нам запрещено об этом разговаривать, и я об этом разговаривать не буду. Хорошо, я пропускаю этот момент. Да. С появлением нового клуба модного в Киеве, Кирилловской, мы не сможем это просто пропустить. Как ты вообще, как клуб, как вы реагировали, как вы прошли этот период, когда возник вот этот вот супербум и хайп насчет Кирилловской, и снизилась как раз в это время посещаемость в клоузере? Это особо никак не реагировали. Связывали. Тут смысл немножко о другом. То есть да, мы в клоузере, у нас есть там своя музыкальная ниша, мы ей занимаемся. И да, мы делали периодически еще там те большие вечеринки с техно-танцполом, куда возили классных техно-артистов. Как разовые ивенты мы всегда
показывали людям, что мы там слушаем техно, разбираемся, но Closer, он немножко о Ну, другом. я понимаю, да. Вот. И просто с появлением Кирилловской мы для себя поняли, что есть теперь там в Киеве место, которое вот эту вот нашу функцию Покрывает. может спокойно закрыть. И, в принципе, Курени — это та же самая наша вот. То есть смотреть в сторону техно, по большому счету, там, сейчас можно этим не заниматься, потому что очень много промо-групп, все этим вопросы и с артистами, и с различными направлениями и видами, он закрыт. Нам в рамках фестивалей нам хватит там 1-2 техносцен, а здесь мы просто тогда для себя немножко сместили акцент на другой формат, которого в Киеве еще нет, и который тоже интересно попробовать развить. Все. Что насчет рейдов? Вот у вас было всего 3 рейда, и один из которых дал Don't Stop Music. Don't Stop the Music, у вас был хэштег, и вы вышли первый раз, это было мероприятие под Кабмином. Реально глобальная история, которая была направлена против этих рейдов, показательных на самом деле. Это был еще Киева, когда приехал, типа, вот, я там, типа, остановил там наркопритон, вот что было очень популярно на тот момент для политических каких-то партий, вообще ивентов, что, типа, вот я типа такой крутой, я там остановила работу наркопритона, хотя это вообще никаким образом не относилось к Клоузеру. Что ты помнишь об этой ночи? Ну, я только помню самое основное, что у нас буквально за месяц до этого был рейд. Мы как бы получили предписание, что надо исправить, что надо сделать. И мы думали, что у нас будет какой-то диалог, потому что мы там готовились. А фактически нам просто через месяц сделали повторный визит с теми же самыми вопросами, хотя ничего не произошло, а мы со своей стороны предприняли кучу каких-то там мер для того, чтобы не повторялось то, из-за чего к нам приходит каждый раз полиция. То есть у нас там достаточно строгий фейс-контроль, у нас там серьезный обыск на входе, у нас запрещено там в туалеты заходить в кабинки по двое. То есть мы всегда за этим старались следить, и смысл был один раз приехать и через месяц опять приехать, не проведя никакой с нами вообще даже там беседу, либо там не узнав вообще, что у нас происходит и как мы с этим боремся. Никто вообще этим не интересовался. И вот уже после этого, то есть это фактически вот это больше всего задело, что никому это не надо, просто это все делается там показательно. И мы решили тогда со своей стороны показательно сделать вот такую же акцию, сказать, что мы не готовы. Все ясно. Ну и тут мы переезжаем в Курени. Следите за нашими подсказками насчет релиза и пластинки, которые я разыгрываю. Ну и, конечно же, подписки, subscribe. Сереж, ну вот мы, собственно, в Куренях, их не полностью видно, не всю территорию, она довольно большая, и мы на данный момент находимся на той конструкции, которую вы построили уже как, мне кажется, что это визитная карточка и символ того, что Closer вошел на территорию Куренев. Ну, мы, на самом деле, это было сложное место, потому что мы работали с архитектурным бюро «Форма», которое нам помогало в осваивании пространства, и первоначальная идея, которая нарисована ими, была этого дискобола не было, вот этой конструкции не было. То есть вот эта площадка вот уже имела вот такой законченный вид без этой конструкции. Ну, было бы тогда темно, наверное. Не, ну темно. У нас здесь еще фонари. Мы просто в этом году не успели реализовать проект с фонарями. Он тоже уже есть, готовый. На следующий год будет реализован. Но все равно мы с Тимуром посмотрели на готовые вот уже, когда были 3D изображения, и нам как-то немножко не хватало вот какого-то здесь еще действия. Экшена. И мы придумали эту идею с дискоболом, и ее приходилось с боями защищать, вроде бы наша идея, но Форма была очень против, то есть архитекторы говорили, нет, это просто какое-то украшательство будет, а не дизайн. Ну и мы все-таки продавили, и вот это, мне кажется, что не зря мы продавили. Потому Не что зря вообще. Мне кажется, это такой даже символизм именно каких-то, ну, типа, дискотек, танцев и так далее.
В одном из интервью ты сказал, что я себе придумал много правил, но почему-то их не соблюдаю. Можешь рассказать об этих правилах? Там, всего себя посвящаю чему-то одному, потом этот процесс органично переходит в что-то другое, что-то третье, и не бывает так, что у меня За что ты всю жизнь, зацепился? да, ну, я за все цепляюсь, за все, чем я занимаюсь, я цепляюсь, отдаюсь почти на 100%, и поэтому все остальные как раз дела в это время очень сильно провисают. То есть это, пока ты занимаешься спортом, у тебя там фактически дела там могут в клоузере немножко быть запуститься, потому что ты не успеваешь. Ну, бывает и такое. Или там пока ты там своим каким-то личным взаимоотношениям уделяешь внимание, у тебя пока нет времени на спорт. И так всегда. Там, пока ты там родным начинаешь уделять время, у тебя еще где-то там что-то провисает. Этот баланс, вот это всегда надо как-то этот баланс пытаться находить. И я думаю, что вот эти все правила, которые, может быть, я когда-то о которых говорил, я 100% их и не получится придерживаться. Надо будет вот этот вот баланс и находить между всеми ними. Есть ли какие-то пробелы, которые ты хотел бы заполнить, но у тебя нет, допустим, на это времени или возможности? Желание есть, но и потом невозможно собраться силами. Я думаю, что это больше связано с какими-то взаимоотношениями с людьми, потому что за всей этой вот работой на настоящие взаимоотношения с людьми у меня реально не остается времени, сил и иногда даже понимания, как эти взаимоотношения строятся, потому что как в детстве не научили, так и этого вот и не осталось. То есть за время карантина почитал каких-то книжек и попытался там построить какие-то взаимоотношения с теми людьми, с которыми давно поссорился, там, либо пересмотреть свои отношения как с родителями, там, с родственниками, с девушкой. И вот на время карантина это получалось, потому что фактически других дел не было, и можно было 100% этому отдаваться, и на это как раз все усилия, да, видно прямо, эти усилия дают результаты, и все на глазах меняется. Но вот как только появилась другая деятельность, сразу же опять у меня вот откат такой произошел, и вот я, конечно, немножко жалею, но мне сил пока еще раз не хватает, чтобы эту сферу своей жизни с ней там окончательно разобраться, или не окончательно, но разобраться. Вот во время карантина я просто пошел к психологу, начал разговаривать с ним, и вот только тогда, читая вот какую-то литературу и разговаривая, начал понимать, что елки-палки, а это же тоже все, и, там, 10 лет назад, вспомните, у меня все это было, а сейчас я просто вычеркнул, как будто это все ненужное. А когда у меня пропал клоузер, это все ненужное, оказывается, и нужное, потому что ты начинаешь заново там учиться там на кухне стоять, готовить и получить от этого удовольствие, либо там ехать к друзьям, проводить с ними время и получить от этого удовольствие. И да, на карантине было только это, а вот сейчас вот надо как-то научиться все это вместе соединять воедино. Ну а было ли у тебя ощущение, у меня иногда бывает ощущение, когда меня приглашают на какое-то мероприятие, и я чувствую, что я трачу время зря? А я никогда не езжу так. Я обычно езжу на мероприятия, на те, которые я тебе сам интересно, хочу. Допустим, ты думаешь, что тебе будет интересно, ты приезжаешь, а тебе не интересно. И ты думаешь, блин, что я тут вообще делаю? Ну, ничего такого. Ну, подумал себе и уехал, поехал на другое мероприятие. Для меня вопрос именно цены времени. Насколько вот с тех пор, как я стала суперактивным деятелем не только там по отношению к своим личным гастролям, но к лейблу, и к вечеринкам, и организациям, я поняла, что у цены есть реально время, цена. И я всегда пытаюсь понять, насколько эффективно я провожу это время. Мне бывает такое, что я прихожу в компанию людей, и я понимаю, что вот мне хочется поскорее уйти, чтобы заняться своими делами, поскольку они для меня в приоритете, и они, мне кажется, более там эффективными. Я не знаю, я по большому счету всегда думал, что, может быть, для меня это важно, но я настолько не ценю время, что я 3 дня могу просидеть просто перед телевизором, играя в какую-нибудь компьютерную игру. И уже после этого, когда игра пройдена, все закончено, потом подумать, а что же я мог сделать за эти 3 дня? Да, То есть постфактум, получается? Да, постфактум. И фактически я считаю, что когда-то говорили, что только богатые или какие-то там люди в наше время могут позволить себе тратить свободное свое время не на работу, время не на работу, а на что-нибудь другое. Ну да. И поэтому... Нет, на самом деле, то, что у меня есть вот это свободное время, на самом деле, оно у меня там есть. Если я хочу его заполучить, то у меня оно
я могу это сделать. Просто мне настолько нравится то, чем я занимаюсь, что это часто, когда даже у меня есть это свободное время, я все равно его трачу там на какие-то организационные моменты по клоузеру. Но опять-таки твои волны вот от того, что вот был карантин, нечем было заняться, ты раз в семью, в отношения, а потом раз опять появилась деятельность, раз опять нырнул в деятельность. Так это жизнь, а как по-другому? Конечно, жизнь, но у меня вопрос о приоритетах. Буквально там первые 3 ступени твоей жизни, приоритеты. Но Первая они же ступень, у меня, вторая, ты же третья. понимаешь, они будут вот такие. То есть там, с понедельника они могут резко поменяться. Нет, не с понедельника, а вот вообще в целом глобально в жизни. Но ты же делал свой какой-то выбор, руководствуясь чем-то. Фактически все равно я без вот этого окружения музыкального, это буду не я. То есть вот эта музыкальная вся культура, это, наверное, все равно у меня Number one. всегда будет номером 1. Вот. А дальше, наверное, я буду самого себя ставить. Хорошо. Ну, а дальше это моя будущая жена, вот, Настя. Настя? Да. То есть ты уже определился? Я не знаю, ну да, по крайней мере, предложение сделано. Сделал? Я не знала, да? Мы не афишировали. Блин, Да. поздравляю, класс. Слушай, на самом деле это очень круто. Все равно пока все сложно. Ну, все сложно, оно всегда будет Ну, хоть сложно, посмотрит Сережа. интервью, поймет, что Что это уже серьезно. афишировано, да. Круто. Да, спасибо. А потом что? Ну, наверное, отношения Дальше это родители, сестра, родственники. да, то есть, не знаю, я сильно не поддерживаю отношения с дальними родственниками, то есть больше вот с таким коротким кругом. У меня есть конкретное вообще представление тебя. Ты абсолютно не конфликтный человек для меня. Вот как вообще насчет эмоций? Ты умеешь плакать? Ты ругаешься когда-нибудь? Ну вот расскажи о том, как... Плакать, на самом тебе деле, бесит когда-нибудь учился что-нибудь? заново Учился. на карантине. То есть, Пришлось потратить на это время, но у меня получилось. Класс. Э, Почему-то для мужчин плакать это унизительно. Почему такой стереотип? Ну почему? Потому что родители мне настолько нисколько не воспитывали. унизительно, просто действительно настолько не даешь эмоциям победить никогда, и просто сдерживаешь, и все. Ну а потом же они же все равно, они же выходят потом в другую какую-то дырку. Вот после того, как почитал книги, стало понятно, что да, если ты будешь сдерживать, оно просто тебя там снивелирует, фактически там ты нивелируешь негативные эмоции, соответственно, точно так же гораздо меньше будешь и позитивных эмоций проявлять, потому что оно все равно все в балансе. То есть чем больше ты научишься проявлять какие-то вот там те же самые слезы, либо агрессию, тем тебе легче будет проявлять потом там любовь, радость, счастье. Потому что вот я по себе понял, что у меня оно вот начало сужаться, и там иногда вот этот баланс, там всегда с одинаковым лицом могу любую новость воспринимать. Я это заметила. Независимо от того, она там плохая, хорошая, там по мне особо не, если ты меня лично хорошо не знаешь, понять будет невозможно. Ну тебе не кажется, ну тебе, наверное, показалось самому это странным? Ну, это такая сдержка какая-то. Ну, то на есть самом деле, там надрыв, злиться я издержка. умею. Там есть Ругаешься, кричишь? ситуации, Умеешь? они редко, да, происходят. Но и в коллективе он с Настей очень хорошо получается тоже, да. Мне кажется, отношения это прекрасный вообще тест такой, тест-драйв, типа эмоциональный. То есть, именно. да, какой бы там ровный не был, если поставлена задача это расшевелить, то расшевелят. Вот так. Многие мужчины воспринимают поход к психологу как какую-то определенную уязвимость. Вообще, что бы ты сейчас, оглянувшись назад, основывая, ну, как бы, дал бы какой-то совет, а комментарий насчет того, какие у тебя были стереотипы и предрассудки на эту тему, и как ты их преодолел, и насколько это было для тебя эффективно? Ну, вот ты такое слово сказала, уязвимость. И по большому счету во всех книгах основное написано, почему мужчины боятся всегда. Потому что они априори должны быть сильными и показать свою уязвимость. Они до сих пор думают, что это слабость. Хотя на самом деле там, например, та же самая близость в отношениях, она вся построена в основном на уязвимости и на том, что человек там о тебе какие-то вещи знает, которые ты фактически от всех остальных скрываешь и не показываешь. То есть на людях ты можешь быть там одним человеком, который там, не знаю, там делает фестивали, у тебя там
большая команда, ты всеми руководишь, но фактически у тебя все равно есть какие-то вещи внутри, которые ты никому никогда не можешь показать. И вот женщинам гораздо проще этим поделиться. Да, мужчины всегда это в себе носят. И, по большому счету, вот эта вот смелость перебороть вот это чувство и как раз и показать, что ты все-таки уязвимый. И вот это и не бояться этого. То, чему на самом деле показал в работе психолог. То есть ты доволен? Да, ну что-то потом дальше, когда карантин ужесточили, моя работа онлайн с психологом уже не пошла, потому что это как онлайн-стримы, да. Я только что хотела сказать. Как разговаривать с компьютером мне было это сложно. очень сложно, да. Я согласна. Надеюсь, когда-то еще возобновить. Но я просто к такому типу мужчин, для честно, я никогда в жизни вообще не думал, что я пересилю себя и пойду. Кому ты сейчас доверяешь больше всех? Есть такой человек, к которому ты придешь, и вот все, что бы ты не знал о себе, ты мог бы рассказать без тени сомнений и смущения, и стыда, наверное, и так далее. Больше всего, хотел сказать, что Настя, но больше всего, наверное, сестре в данный момент. Опять же, наверное, она научилась пользоваться своим даром психолога, да. Как инструмент. И вот, наверное, ты бы мог с ней поговорить по душам проще всего и с поделиться. ней, да, проще всего с ней говорить. Как вообще одному из главных руководителей клуба типа Closer можно уехать на 3 месяца в путешествие по Южной Америке и при этом посещать какие-то фантастические вечеринки, на которых играл Рикардо Виллалобос, клубе? Да, но это с 4-го года существования Closer начались такие поездки. То есть у вас настолько так работает, все круто, Да, что ты мог оставить и довериться? делали без меня. Когда? Все последние две ты стрички мне сказала, я делали без испугалась, меня. я думала, что что-то пропустила, но ты же на стричке был, но да, процесс ты пропустил. Процессы, Да. 3 года последних мы обсуждали весь список артистов, занимались артистами, обсуждали приблизительно, что мы будем делать на стричке. Дальше я уезжал, и все было реализовано уже, приезжал на сам фестиваль. Часто и вообще, в принципе, в интервью ты можешь сказать, что Closer — это зрелая аудитория, зрелая взрослая музыка, правильная. Не кажется ли тебе, что это штампирование определенное? И что это стереотипность, такая вкусовщина, что ты называешь это взрослая музыка, а для кого-то это не взрослая музыка. Да. А сейчас можно? Да. Опа, еще громче. Выключим вообще его. Да-да. Начнем сначала? Этот же вопрос сначала, да? Ну ладно. Мне кажется, что это все вкусовщина, что невозможно штампировать все правильной или зрелой, взрослой музыкой. Как, когда ты говоришь, что ты подразумеваешь? Так это и есть вкусовщина. Фактически это наш вкус, который мы показываем, почему ты именно говоришь, что это... ты навязываешь, но ты говоришь при этом, зрелая музыка. То, что мы видим, что это взрослая аудитория, и, может быть, это с этим и связано. Потому что молодежи, например, очень сложно нашу музыку, которую мы пропагандируем, воспринимать, потому что им хочется больше энергии на танцполе, больше, не знаю, даже тот же самый BPM побыстрее. То есть все более агрессивное должно быть, все более хлесткое, динамичное. Да. У меня к тебе созрел, и не только к тебе, вообще, в принципе, ко многим заведениям, почему вы не пускаете людей до 21? Кто-то же должен воспитывать эту аудиторию. Мы вспоминаем себя в этом возрасте, то есть свое отношение с окружающим миром, свое отношение с алкоголем, свое отношение с познанием вообще всего мира окружающего. И оно было неконтролируемым. Зачастую ты вообще тебе даже стыдно не было просто за то, что происходило с тобой там. Но это же очень субъективно. Это субъективно, но это нас обезопасит. Фактически люди за 3 года, то есть с 18 до 21, не успевают настолько погулять и решить для себя, вообще нужно это им или не нужно. То есть многие после 21 уже нагуляются, и им клубная культура как таковая вообще не интересна и не нужна.
нужна. Они дальше уходят во что-то другое и не остаются. То есть мы это больше делаем для того, чтобы к нам приходили уже люди, которые точно свою жизнь с этим каким-то образом связывают. То есть можно сказать, что основной фактор, почему вы не пускаете ребят до 21, это именно безопасность вашего заведения? Ну, это одна из причин. Вторая, это все-таки средний возраст на людей, которые вообще приходят к нам, 27-28 лет. Хорошо. Это значит, чтобы получился такой возраст, это означает, что у нас очень многим людям под 40. И у нас были моменты, когда к нам ходила очень молодая аудитория, прям совсем молодая аудитория. Там, да, я хотела спросить, 21-22, это был, вот приходишь, и там приблизительно там 80% вот такой аудитории. И что? И взрослая аудитория некомфортно. И некомфортная. Ну, только, ну, и мы почему вот таким вы образом... подстраиваетесь именно под взрослую Потому, аудиторию? ну, не знаю, мне даже самому некомфортно. Ну, блин, ну, камон, ну, все же меняется. В первую очередь я делаю это все равно не для себя. Мы все это делаем для себя. То есть, если бы мы это делали бы для кого-то другого, то есть сказали бы, вот, мы строим коммерческий проект, будем там что-то, не знаю, что-то вот такую идею нести в массы. Пожалуйста, мы бы тогда руководствовались бы другими правилами. Для нас самое основное — комфорт всех посетителей. И мы посчитали, что таким образом это будет, посетителям будет всем гораздо комфортнее. Я видела очень классную фотографию во время карантина, где вы сидите с семьей и играете в настольные игры. Да, я знаю, что у тебя был клуб настольных игр. Магазин мы делали с друзьями. Друзья до сих пор занимаются этим. Но ты же ходил по клубам, какие-то занимался. Я и до сих пор. Мы вот на карантине, на самом деле, опять вспомнили. У нас был клуб настольных игр на домах. Мы каждый раз собирались. Тогда еще было возможно ездить на автомобилях по городу. Собирал по городу всех людей, потом мы ехали кому-то домой, играли, потом я точно так же всех развозил обратно. До того момента, когда не выдали постановление, что в машине не может быть больше, чем 2 человека. Да ладно? Да, был такой момент, когда я не помню. запретили. И мы дальше уже подумали, что это будет сказка, вот это, знаешь, задачка, где надо козу перевести на лодке там с волком. То есть это достаточно сложная логистика, и мы забросили. Но на самом деле вот мы с осени, сейчас вот похолодает, если все дальше так дело будет плохо, мы готовы этот наш клуб дальше клуб наш возобновить. Игр. Да, Сколько просуществовал твой магазин настольных игр? Ну, тот, который ребята делают, он самый старый в Украине, ему уже больше 20 лет, наверное. Как называется? Desktop Games, он прям, ну, там где-то возле твоего дома находится. Есть такой, да? Да. У всего есть конец. Как, ну, в жизни любого человека. И нашего интервью тоже, да? Понятно, допиваем тогда наш Балантайнс. Допиваем. У меня вопрос. Как ты себе представляешь, ну, вообще, когда-нибудь ты задумывался, представлял себе конец клоузера? Вот как он должен произойти? Да я уже представлял на карантине его неоднократно. Ну вот я знаю, конец Армы был 5-дневный. Вот таким образом? Я думал, не таким образом. Праздновать, как мы его будем, нет, да? Нет. Ну вот с Армой было все понятно. У них пришел человек, который давал им здание в аренду, и он сказал, что вот на этом месте я хочу построить там бизнес-центр. И у вас есть время там до среды. И вот, собственно, они начали в пятницу и закончили в среду. Ну, грубо говоря, в тот день, мы когда больше такое не играем. Мы делали один раз вечеринку на 3 суток. Для меня это самое... Ты выдержал? Я выдержал 2 раза, поспал за это время. Но больше, я сказал, мы такое не делаем. Потому у нас все вечеринки максимум заканчиваются после 2 суток. Хорошо. Но вообще, как ты себе представляешь конец клоузеру? Ну, вот конец. Как месту, либо как... Как явлению, да. Как явлению? Не знаю, что Тимур от старости умер. То есть ты думаешь, что все это время у вас будет возможность арендовать это место и делать в нем Нет, так мероприятия? вот я же сказал явлению. Явлению место может поменяться, Хорошо, а явление же да. останется, поэтому... А если место? Ну, потому что место очень много значит. Если вы место? перенесете клоузер из На этого самом места в деле, я другое, говорю, что у не нас факт, что были оно будет куча работать. предложений там переехать, и фактически, когда у нас были трудности по аренде, мы для себя уже... Искали? Варианты рассматривали о том, что да, ну... Если мы будем делать в другом месте, что и как это все сделать. Но по большому счету здесь важна самая эта идея. Пока идея есть, пока она себя не изжила, там место, это
это какой-то, да, плюс, но не самый главный. Первое, что ты сделаешь, когда карантин закончится? Ну, маски все выкину точно сразу же. Все две, которые у меня были с Все начала две, карантина. аж да. две. Не, на самом деле их больше, потому что я часто терял и приходилось новые покупать или забывал. Но вот выкину их точно. Все? Ну, это первое, ты же сказала. Дальше уже второе будет. Ладно, ладно. Сереж, у меня есть такая рубрика, так как мой Ой, я папа... вижу первую фотографию уже. Там я с длинными волосами, да. Да, я помню. У меня папа фотограф, и я всегда испытывала особое чувство и любовь к фотографиям. И вот здесь, А наверное, я ты наоборот, на выступаешь. самом деле, для меня самое сложное, это, во-первых, сфотографироваться самому, а во-вторых, в отпуске совместном выступать в роли фотографа. Это для меня, я не знаю даже, что тяжелее. Вот, ну, показываю свои Фотографироваться фотографии. или Да. Ну, в общем, да. У меня процесс этот... Ну, тут реально, когда я видела эту фотографию, тут реально Слава Вакарчук. Вот реально. Ну, посмотри на себя. Ну очень похож. это Пускай Слава похож, Вакарчук. ладно. Солист Главное, что музыка Акина не такая Эдди. была, и все. Какая музыка была? Тогда электро Когда и это техно. было? Ну, я не знаю, Это же год топ-диджей, камон. 2008 или 2009 год, наверное. Где это происходило? И это ночной клуб Opium Beach Club. Да ладно? Да. Блин, ну посмотрите. Футболка с пистолетом. Так это модно было тогда, это же электропанк. Да все ходили в черном, цепи. Ты оправдываешься? Нет, я рассказываю, я думаю, что это еще вернется. Ну, а вот На этот вот Кирилловской. ремень золотой, например. Он не золотой, кстати. он Золотой? металлический. Да. Он медный. Хорошо. Еще там что-то есть. Это я синтезатором, да. Ну, это было промо несостоявшегося альбома. Что? Это был пресс-кит? Да, для того, чтобы вы заказывали мои выступления по Украине. Ну, это А очень... синтезатор, кстати, куплен До сих у пор живой? Falco Брекзипера. Их всего было, по-моему, 1000 штук выпущено. До сих пор стоит на студии и является одним из самых лучших синтезаторов нашей коллекции. Так что, Он есть еще? конечно, есть. Он работает, на нем пишет... Он в не вашей знаю, студии Клозера? Да. На нем Офигеть. первые 2 пластинки точно с использованием этого синтезатора написаны. Это, наверное, первая вечеринка Клозера. Нет, это вторая вечеринка Клоузера, потому что первая была во время моей поездки в Берлин, Берхайн, они без меня делали. А это вторая на заброшенном стадионе «Старт». Да, я помню, был. Это тоже помню фотографию. Это лесной причал уже работает. Я не стрижен, потому что я сказал, что я подстригусь, когда мы откроем Клоузер. А планы на полгода затянулись, как ты помнишь, да. И в итоге вот я был все Это более не стрижен. первые доски на танцполе Клоузера. Да. Со шваброй и с пивом Корона или Миллер, да. Помню, тоже это одни из первых наших вечеринок на причале. Ну, мусор там, даже конфетти, но мусора было много, поэтому приходилось убирать во время вечеринки. То есть ты постепенно наверное, пил коктейли и Да, шваброй да. сметал мусор. Да. Прекрасная функция работы вообще. Мне кажется, что это одна из самых классных фотографий. Почему вы до сих пор не это- делаете классные... Это, по-моему, промо Мне кажется, Маскарада. Это Маскарада мы делали на студии совместную со всеми, да, фотографию. Есть ли у вас традиция такая, чтобы каждый год делать групповые фотографии? Не, это мы делали специально. У нас на самом деле еще одна идея для Маскарада в масках до сих пор не реализована. Тимур ее придумал давно. Вот мы тогда вот эту сфотографировали. На самом деле другая немножко пошла в продакшн. Это очень классная, душевная фотография. А еще одна у нас идея осталась, но мы когда-нибудь ее реализуем. Когда этот карантин закончится и маски не актуальны будут. Это перед вашим первым Don't Stop митингом. Music, да, это вот на самом деле, вот тогда этот хэштеги кто-то придумал, а мы уже его взяли на вооружение.
Это ты на фейс-контроле, что ли? А это наши, на самом деле, вечеринки провальные получились, потому что мы их сделали слишком рано для Киева. Вот мы всегда хотим их восстановить их, навеяно, опять же, теми же самыми барами 25. Мы делали каждый раз какую-то новую тему, и под эту тему полностью от контента музыкального до визуального подбирали там, вплоть до того, что если это у нас была египетская тема, там был у нас all-inclusive, диджей. Да ладно? Да, то есть ты платишь за вход, у тебя весь бар бесплатный, там были танцы со змеями, диджей играл, Паша нам пластик помог с... Кто же там был? В общем, он как раз обрабатывает египетские всякие штуки, этнические, и турецкие, с электроникой. Махмед Аслан, сейчас как-то так, да, его зовут. То есть мы вот тогда каждую вечеринку делали в соответствии с какой-то тематикой. Нам очень нравилось, у нас было очень много энергии. И вот мы, если у нас столько энергии опять будет, мы хотим еще раз к этому вернуться. И последнее из твоих путешествий. Кто этот чувак на бэкграунде? Звоню в телефон, да. Ты звонишь в телефон? Да, я звоню в телефон. И сзади Все, какой-то я чувак был вообще. в Китае, есть каменный лес, такой очень большая достопримечательность. Круто, очень. И он настолько большой, такой каменный. И там вот эта группа, с которой мы путешествовали. И везде вот через каждый там километр или полкилометра стоят вот такие телефонные аппараты. На случай, если ты вдруг заблудился и не знаешь, как выйти, ты просто звонишь и говоришь там: ребята, все, забирайте. Ну и я вот делал фотографии возле каждого из таких мест. Кто этот чувак на бэкграунде? Это парень не со Львова. Мы ездили в одной группе. У нас была там 5 человек группа в Китае. Короче, ну, да. Не вспомню имя, честно, Но уже. смешная фотография. Ну все. Да. Спасибо. Спасибо, Сереж. Всем спасибо вам, тоже спасибо. Я старался. Спасибо, Valentine's, за поддержку нашего проекта True Talk. И, конечно же, ждите 5-го последнего выпуска нашего 1-го сезона. С вами была Настя и Сергей Яценко. Всем до свидания.